Всем привет! С вами Олеся, и вы на канале В Шоколаде. Сегодня я решила поделиться с вами рецептом волшебного, незабываемого меренгового рулета. Это один из самых вкусных десертов, которые я когда-либо пробовала. Так что обязательно приготовьте его для своих близких. Поверьте, все будут в восторге. Сначала готовим меренгу. Для этого берем белок 5 яиц. Очень важно, чтобы в нем не было ни капельки желтка. Взбиваем белок до тех пор, пока он по консистенции не станет похож на густую пену. Теперь, не переставая взбивать, постепенно, небольшими порциями вводим к нему 180 грамм сахарной пудры. Лучше использовать именно пудру, а не сахар. Так вы гораздо быстрее справитесь, и белки получатся правильной текстуры. Весь процесс взбивания занимает не более 5 минут. После этого добавляем 1 столовую ложку лимонного сока и взбиваем буквально 20 секунд. В итоге у вас должна получиться плотная, стабильно меренговая масса. Чтобы проверить, правильной ли она консистенции, достаточно перевернуть емкость и убедиться, что масса не вытекает и не выпадает из нее. Если это так, значит все сделали правильно. Уже в готовую массу добавляем 15 грамм крахмала. Лучше, если это будет кукурузный, а не картофельный крахмал. Делать это нужно предельно аккуратно и нежно, чтобы не повредить структуру меренговой массы. Застилаем противень пергаментом или силиконовым ковриком, как я, и выкладываем массу, распределяя ее по поверхности равномерным слоем, толщиной примерно сантиметр-полтора. После чего отправляем на 30 минут в разогретую до 150 градусов духовку. Очень важно выбрать правильный режим выпекания. Это должен быть низ-вверх, без конвекции. А пока выпекается меренга, мы приготовим крем. Для этого нам понадобится 300 грамм творожного сыра. Можно использовать и обычный, и маскарпоне. В любом случае крем получится просто волшебный. Добавляем к нему 200 грамм охлажденных сливок и немного взбиваем на средних оборотах, пока масса не станет более-менее однородной. Затем, продолжая взбивать, всыпаем ванилин по вкусу и сахарную пудру, тоже по вкусу. Я ограничилась 50 граммами пудры. Взбиваем буквально 2-3 минуты, и крем готов. Теперь достаем нашу меренгу и даем ей остыть. Очень важно, чтобы на поверхности меренги образовалась подсушенная корочка, а внутри белок остался мягким. Переворачиваем остывший корж и кладем его на еще один лист пергамента. Аккуратно снимаем с него все лишнее. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корж. И наносим на готовую меренгу наш вкуснейший крем, выравнивая его по всей поверхности. Не забудьте оставить немного крема для украшения рулета. Для начинки на самом деле можно подобрать что угодно. Фрукты или ягоды, например. То, что вам больше нравится. Не бойтесь экспериментировать. Поверьте, такую вкуснятину трудно будет испортить. Я решила добавить 150 грамм грецких орехов. И 100 грамм измельченного шоколада. Ну а теперь приступаем к ответственной процедуре – сворачиванию нашей меренги. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное не торопиться, и все получится как надо.
Старайтесь не слишком туго заворачивать рулет, чтобы начинка не начала покидать края. Ну вот и получилось. Теперь немного украсим наш рулетик. Здесь тоже все ограничивается только вашей фантазией и предпочтениями. Сначала я нанесла на него остатки крема. И еще я решила все это посыпать разноцветными цукатами. Они придадут нашему десерту яркий радужный окрас и приятную нотку манго, из которого они сделаны. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Легкая хрустящая меренга с воздушным творожно-сливочным кремом, орехами и шоколадом внутри. Это божественно вкусно! Обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр, друзья! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь мнением и рецептами в комментариях. Всем хорошего настроения. Пока-пока!